Привет, друзья! Сегодня я покажу, как сделал биокамин с настоящим живым огнем, который можно абсолютно безопасно использовать даже в квартире. Биокамины давно набирают популярность в современных интерьерах и часто используются дизайнерами в различных проектах. Теперь, чтобы насладиться живым огнем в помещении, например, обычной квартире, не нужно ломать голову, как сложить камин, сделать дымоход, нарубить дров и при всем при этом не угореть. Биокамин работает на жидком топливе, биоэтаноле, практически чистом спирте, который при горении не имеет запаха, не выделяет вредных веществ, не дымит и не является взрывоопасным. Посмотрев дизайнерские ролики и передачи про создание интерьеров с использованием биокаминов, и я загорелся идеей создать у себя в квартире безопасный очаг с настоящим огнем. Но увидев цены на биокамины в специализированных магазинах, а также простоту их строения и используемые материалы, у меня зачесались руки попробовать сделать такой камин самому. Естественно, я не безумец, и прежде чем организовать у себя дома открытый огонь, я изучил тему, узнал, как изготавливают биокамины и какие материалы используют. Я решил сначала набить руку и сделать из того, что есть в наличии. Покопался в куче старого металлического ржавого хлама и нашел несколько труб прямоугольного и квадратного сечения, из которых можно сделать два разных по размеру камина. Но есть одна проблема: у меня совершенно нет опыта в сварке. Поэтому начинаю с самого простого в изготовлении варианта. Выбрал кусок профильной трубы размером 25 на 40, длиной около 350 и толщиной стенки около 3 мм. Первым делом нужно выровнять торцы заготовки с минимальной потерей длины. Размечаю угольником и отпиливаю ножовкой по металлу, опираясь на губки тисков в качестве ограничителя. Прежде чем приступать к этому проекту, я посмотрел несколько обучающих видео про сварку для чайников. Откуда узнал, что чтобы детали лучше сварились, с них нужно снять фаски. Использую для этого точильный станок. Снимаю фаски с двух концов заготовки. Теперь нужно сделать заглушки для торцов. Нашел кусок железной полосы шириной как раз около 25 мм и толщиной около 5 мм. Отмеряю длину по ширине корпуса биокамина. Отрезаю болгаркой обе заглушки. Очищаю от ржавчины и снимаю небольшие фаски с краев. Теперь размечу прорезь, где будет гореть непосредственно сам огонь. Отступаю от краев по 30 мм. Отмечаю середину. И размечаю ширину прорези, которая будет равняться 10 мм. Сначала сверлю 4-мм сверлом в качестве направляющего отверстия по краям прорези. Затем рассверливаю до диаметра 10 мм. Теперь нужно пропилить края прорези от отверстия до отверстия. Опыта работы с болгаркой у меня тоже не было, так что получилось не идеально. И пришлось немного подровнять напильник. Также длинным напильником убираю заусенцы с внутренней стороны. Все готово к сварке. Сначала нужно приварить заглушку только с одной стороны. Фиксирую ее струбциной, надеваю сварочную маску и рукавицы, и начинаются страдания. Сварочный аппарат самый простой, варит электродами, регулируется на нем только ток. При слишком малом токе, при попытке зажечь дугу, электрод намертво приваривается к заготовке. При слишком большом токе прожигает дыру в заготовке. И все было бы ничего, настроил правильный ток и варишь себе. Но напряжение в сети глухой деревни постоянно скачет. Приходится постоянно подстраивать ток и страдать. В результате кривыми косыми валиками мне удалось приварить деталь. Теперь нужно предварительно зачистить швы, чтобы обнажить непроваренные участки и заново проварить их. Если я упущу хоть одну малейшую щель, топливо из камина может вытечь и случится пожароопасная ситуация. Этого допускать нельзя.
После устранения недостатков чистовая шлифовка. Результат почти идеальный. За эстетикой я пока не гонюсь и можно оставить так. Теперь наполнение камина. Нашел вот такую стальную сетку с ячейкой около 2 мм. Замеряю внутреннюю ширину корпуса биокамина и отрезаю сетку чуть уже. Слегка подшлифую корпус и вставлю сетку на свое место. Я встречал несколько вариантов наполнения биокаминов. Вариант, где не было наполнения вовсе, и при случайном опрокидывании камина топливо могло разлиться и загореться, устроив пожар. Вариант, в котором в качестве наполнения использовалась мочалка из металлической стружки или мелкой проволоки. Знаете, что-то типа металлической терки для особо грязной посуды. Тоже сомнительное решение. И вариант, в котором используется каменная, в частности кварцевая вата. Совершенно не горючее вещество. Самым доступным источником такой ваты является утеплитель. У меня как раз такой был. Беру кусок по объему гораздо больше, чем корпус камина, нарезаю и заталкиваю внутрь не слишком плотно. Теперь можно заварить второй торец. Снова креплю его струбциной. Прихватываю с двух сторон, сбиваю окалину и снимаю струбцину. И тут меня ждала новая боль. Как я ни пытался настроить ток сварочного аппарата, я упорно прожигал дыру на одной из сторон. При попытке заварить ее, она просто смещалась и увеличивалась в размере. Плюс при сильном нагреве из-за сварки пострадала часть кварцевой ваты. Она не воспламенялась, а просто разрушалась, что дополнительно снизило плотность наполнения камина ватой. Тут подгорать начало уже у меня. В итоге после 10 минут мучений мне удалось совладать с этой черной дырой и заварить ее. А дальнейшая сварка прошла как по маслу. Видимо, напряжение в сети стабилизировалось. Следом снова предварительная шлифовка, выявление и устранение недостатков. А дальше долгая и нудная чистовая шлифовка. Совсем до идеала я доводить не стал, тестовый образец все-таки. После простых арифметических вычислений выяснил, что внутренний объем камина получился около 0,22 кубических дециметра. Если вычесть примерный объем, который занимает каменная вата, выходит, в него должно помещаться около 150-180 мл топлива. Первый тест проводил в помещении. Для подстраховки расположил биокамин в топке реального камина. Налил около 150 мл биотоплива и поджег. Топливо загорелось не сразу. Пришлось подержать зажигалку около 10-15 секунд. И камин начал медленно разгораться маленьким синим пламенем. Само топливо я покупал в специализированном интернет-магазине. Просто нашел самое дешевое на Яндекс.Маркете и забрал самовывозом. Литр мне обошелся в 330 рублей. Заодно в магазине посмотрел варианты строений различных биокаминов, как фабричного изготовления, так и ручной работы. Из роликов на YouTube я знал, что камину нужно время, чтобы топливо разогрелось и пламя разгорелось в полную силу. У меня на это ушло около 5-7 минут. Результат меня впечатлил и превзошел все ожидания. После разогрева камин горел даже лучше, чем я ожидал. Языки пламени достигали в высоту 20 сантиметров. И в какой-то момент мне показалось, что этого для квартиры слишком много. Камин в таком режиме погорел около 20 минут и пламя начало стихать. Всего горение продолжалось чуть больше 30 минут. Чего мне показалось очень мало. Корпус сильно нагрелся, но к нему вполне можно было ненадолго прикоснуться. На следующий день я решил протестировать горение камина на открытом воздухе, в том числе на ветру. А также использовал кусок необработанной сосны в качестве подставки, чтобы определить возможное влияние корпуса нагретого камина на мебель и степень пожароопасности. На ветру пламя было далеко от затухания, но то и дело сильно наклонялось в стороны.
так что оставлять его без присмотра на деревянной поверхности или рядом с легко воспламеняющимися элементами я бы не стал. На 100 мл биотоплива камин горел около 20 минут. Нагрелся, но не критично. По ощущению, его температуру можно было сравнить с температурой кружки только что заваренного кипятком чая. То есть, если прикоснуться, ожога не будет, но взять в руки не получится. И самое важное, за все время горения он совсем не оставил ни единого следа или потемнения на деревянной подставке. Итак, что удалось выяснить опытным путем после нескольких тестов? Время горения напрямую зависит от объема биокамина. Чем больше топлива удастся в него влить, тем дольше будет гореть, что очевидно. Высота пламени зависит от плотности утрамбовки ваты и также влияет на время горения. Чем выше пламя, тем выше расход топлива и меньше время горения. Нагрев корпуса биокамина не зависит от времени горения. Нагревается до температуры, не способной воспламенить даже бумагу, не то что дерево, и нагрев прекращается. Также температура нагрева зависит от наружной площади биокамина. Чем больше площадь, тем лучше рассеивается тепло и ниже температура нагрева корпуса, что тоже вполне очевидно. Подведем итог. Для оптимальной работы биокамина нужно увеличить его объем и более плотно утрамбовать кварцевую вату, чем мы с вами и займемся в следующем видео. А на этом у меня все. Я благодарю вас за просмотр. Скоро увидимся.